Здравствуйте, близнецы! Сегодняшний таро-прогноз я делаю для вашего знака зодиака на следующую неделю. Это неделя с 5 по 11 января. Давайте же посмотрим, что вас ожидает, что ожидает близнецов в этот отрезок времени, какие карты вам, соответственно, сегодня выпадут. Я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, вы можете также оставить лайк, можете оставить сообщение. Я буду очень-очень вам признательна за такую вашу активность. Пишите, не стесняйтесь. Итак, давайте посмотрим, близнецы, что же происходит в вашей жизни на следующей неделе, что интересного в этот период с 5 по 11 января. Итак, давайте начнем с понедельника. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, первая карта у вас — шестерка пентаклей. Вот здесь вот знаете, как очень много может быть на самом деле моментов, но основное это вот делиться чем-то, получать что-то в обмен. То есть как будто бы вы отдаете и получаете. Получаете что-то и отдаете. Отдаете эмоции, получаете что-то материальное, или, может быть, что-то отдаете материальное, получаете эмоциональный отклик от кого-то. Здесь можете помогать другому человеку, можете помогать советом, вы можете что-то узнать, соответственно, да, опять-таки, потому что вам кто-то посоветует нечто хорошее, это будет какой-то практичный, хороший, ценный совет. Опять-таки, поэтому шестерка пентаклей, она может о разном говорить. Может говорить о чувстве благодарности, которое вы испытываете от того, что что-то получаете от других людей, или какие-то деньги материальные, или что-то как подарок какой-то, или вы выступаете в роли мецената, дарителя, кому-то что-то отдаете, потому что, ну вот, можете это себе позволить, можете это сделать, и вам это приятно сделать, и вы готовы человеку помочь, вы готовы себя, собственно, да, показать таким вот дарителем щедрым. Шестерка пентаклей. Также вы можете чувствовать гордость за то, что вот я могу сделать такой широкий жест. Давайте посмотрим, что же здесь еще есть у близнецов. Понедельник. Карта туза пентаклей. Опять-таки деньги, монеты, деньги. Получить деньги или дать деньги, даже не знаю. Но вот здесь монетка пускает корешки. То есть это что-то, что может принести потом очень хороший результат. Это какие-то здесь вещи, которые вы делаете. Это какой-то совет, который вы здесь можете принять, воспользоваться этим советом. И он приведет к процветанию в дальнейшем. То есть это как хорошее начинание. Это как хорошее перспективное дело. Какое-то перспективное вложение или хорошее вложение как меценат в какое-то дело вы вкладываетесь, оно потом принесет хорошие плоды. То есть, ну, действительно, что-то очень-очень хорошее. Карта короля кубков. Человек, возможно, водного знака здесь какое-то отношение к вам имеет. Это раки, рыбы или скорпионы. Но также здесь очень много любви, здесь очень много эмоций, которые вы можете проявлять в отношении других людей. Здесь вы можете по королю кубков говорить о своих чувствах, вы можете о других людей узнавать об их чувствах в целом. И хорошо здесь чувствуете настроение других людей, то есть такой эмпатией обладаете. Король кубков. Давайте посмотрим, что же здесь еще есть у близнецов. На вторник есть карта четверка мечей. И по четверке мечей вы стараетесь очень много думать, размышлять о своих внутренних эмоциях, о своих переживаниях, может быть, о том, что вы хотите, как вы чувствуете эту ситуацию, чего вам на самом деле хочется, что вы любите или чего вы не любите. То есть вот по четверке мечей очень много по этому поводу размышлений, рассуждений, возможно, такого самоанализа, самосозерцания. И дальше идет, после четверки мечей идет девятка мечей, потом еще идет семерка мечей, то есть очень много мечей, выходные двойка мечей, пятерка мечей, то есть переживания, и по девятке мечей боязнь, что правильно ли я делаю, правильно ли поступаю, может быть, вы себя стыдите за какое-то действие или за какое-то решение, вините себя за что-то.
вините себя еще до того, как что-то плохое сделаете, или за какое-то событие прям накручиваете себя, думаете о чем-то негативном и страдаете из-за этого. Может быть, плохо спите из-за этого, может быть, много об этом думаете, и из-за этого возникает бессонница. То есть чувство отчаяния, которое вы можете здесь проживать в среду почему-то, непонятно почему, и карта шестерка кубков, переживания из-за детей, переживания из-за чего-то в прошлом, что произошло. Вините себя за что-то, что было в прошлом, или сомневаетесь, правильно ли вы поступили, или поступаете сейчас касаемо детей, внуков, в целом вашей семьи, потому что шестерка кубков — это все, что касается семьи. Правильно ли вы решаете и поступаете здесь и сейчас в отношении своих близких, своих домашних, может быть, касаемо какого-то вашего знакомого или друга, который для вас вот как воспоминание из детства, вы там вместе выросли, вместе в школу ходили, да, или это какой-то человек, которого вы очень хорошо знаете, который вам как родственник, потому что вы опять-таки вместе выросли. Переживание за свое домашнее животное, может быть, которая здесь, не знаю, заболела, в конце концов, тоже может быть. Карта семерка мечей, карта, знаете, хитрости, обмана, предательства, с которым вы сталкиваетесь, либо вы хотите в чем-то схитрить, какую-то двойную игру вести, или какие-то расставить вот такие вот, знаете, как это сказать, то есть как-то так продумать свою стратегию, чтобы прийти к своей цели, которая вам хочется, но при этом вот как-то так немножечко, да, обходными путями. Возможно, вы здесь думаете о том, что все не так как бы радужно, хорошо, как вам кажется, что, возможно, вы приукрашаете действительность, возможно, вы занимаетесь здесь самообманом, пытаетесь себя сами обмануть в чем-то и думать лучше, чем есть. Или наоборот, да, думаете, что все намного хуже, сгущаете краски. То есть такой самообман. Карта семерка мечей в четверг. И тут же карта короля жезлов, карта огненной стихии, лев, овен, стрелец. Что-то с огненным знаком связанное, как обман, хитрость, предательство, может быть, или какой-то провал, касающийся успеха вашего или вашего честолюбия, когда честолюбие страдает, когда ваша гордость страдает, может быть, когда вы понимаете, что вы, может быть, не вовремя среагировали в каком-то вопросе, нужно было по-другому поступить, по-другому действовать. Да? Возможно, к вам приходит это осознание в четверг. И в королева Пентаклей в пятницу земной знак, возможно, общение с девами, тельцами или козерогами, либо вы здесь думаете о долгосрочной перспективе, хотите стабильности, хотите постоянства, хотите быть любимыми, любить, хотите какой-то верности и хотите эту верность, собственно, да, проявлять в отношении близкого вам человека. Тут же карта шут. Вы, ну вот как будто, знаете, готовы к новым начинаниям, которые будут для вас по карте королева Пентаклей вот такими вот наполненными, стабильными, наполненными любовью, сердечностью, теплотой домашней, да, уютом, потому что она о результате работы, она о получении как будто бы хорошего урожая, да, трудились, работали над чем-то, получили хороший результат. То есть здесь по карте шут вы настроены сделать шаг к такому вот успешному состоянию, к такому будущему. То есть вы открыты вот такой возможности почувствовать себя этой королевой Пентаклей. При этом карта двойка мечей, карта сдерживания своих чувств, сдерживания своих эмоций, какие-то колебания в субботу, которые у вас имеются, как поступить лучше, как лучше сделать шаг этот или не сделать, может быть, какое-то решение принять или не стоит, или еще повременить. То есть какая-то значительная нерешительность у вас может присутствовать. Опять-таки вы боитесь неудачи, вы боитесь, что решение, которое вы здесь примете, оно может быть неудачным, неуспешным. И поэтому, да, действительно очень можете затягивать принятие этого решения, возможно, делать вид, что вы чего-то не замечаете или что что-то вас не касается, но при этом туз жезлов, то есть какие-то новые начинания, которые должны произойти, но вы их в себе гасите. И хотите новых начинаний, хотите каких-то перемен, хотите изменений и этих возможностей, которые у вас есть и вокруг вас есть, но при этом вы себя сдерживаете и боитесь это решение принять. И карта пятерка мечей. Вы боитесь поражения, вы хотите выйти победителем, но вы боитесь, что что-то может пойти не так, и вы проиграете. И это будет позором, это будет неудачей, это будет воспринято другими людьми как
как ошибка, или вы боитесь, что если вы решение это не примете, сделаете шаг назад, то окружающими это будет воспринято как трусость, тоже, что не очень хорошо. Карта пятерка мечей. Карта повешенная, это загоняет вас в тупик. Боязнь оказаться трусом или боязнь потерпеть поражение, боязнь, да, попасть в такую ситуацию. По карте повешенной вы боитесь этой ситуации, боитесь попасть в тупик. И да, собственно, здесь какая-то остановка и пауза из-за этого происходит. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для близнецов мы завершаем. Всем желаю всего самого-самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.